Привет всем, друзья! Сегодня мы собрали для вас объемный прогноз будущего от сильнейшего астролога страны, академика, профессора и президента Русской астрологической школы Александра Викторовича Зараева. Именно он предсказал ведущие события в истории России и мира, благодаря своим потрясающим способностям грамотно и точно анализировать влияние положения небесных тел на нашу жизнь и судьбы целых стран и государств. Александр Зараев регулярно публикует свои прогнозы в сети, в том числе и на официальном сайте. Ссылка на него есть в описании. Поэтому довольно легко проследить, насколько часто сбываются прогнозы Александра. Несколько лет назад, еще до событий пандемии, Зараев едва ли не первый в России заговорил об усилении вирусной активности и большой опасности для жителей всего мира, начиная с конца 2019 года. Много лет назад он же предсказал события и конец перестройки Горбачева, и сегодня мы понимаем, насколько верными для нас всех являются знаки небес. Нужно всего лишь уметь правильно оценить влияние космических энергий от тех или иных событий выше на нашу жизнь. Прогнозы Александра Зараева во многом основаны на традициях Русской астрологической школы, что существовало в России до 1917 года. Он продолжил развивать науку и внес неоценимый вклад в ее эволюцию, разработав новую концепцию об ауре человека, ряд новых методов астропрогнозирования, оценил влияние совокупности факторов на судьбу и жизнь объектов исследования, человека, природы, будущего целых государств. Сегодня мы собрали для вас важные прогнозы на ближайшие 4 года от лучшего астролога России и ведущего аналитика событий Александра Зараева. Начало 2022 года – это в первую очередь время политических перемен. В России появятся новые законы, возможно, будут дополнены или изменены старые. Это время также затрагивает различные политические перестановки в Кремле. Если одни люди будут сменять других, то принятие новых законов – вполне логичное последствие. Так как в последние годы особо резких перемен не наблюдалось, то можно предполагать, что такие изменения с началом 2022 года станут также началом большого пути для России. Если вы давно смотрите ролики на этом канале, мы неоднократно обсуждали великие пророчества для России, начало которых старцы предвидели в наше время. По итогам большинства из этих предсказаний, уже к концу первой половины 21 века Россия войдет в так называемое «золотое время», начало Золотого века, станет самой богатой и уважаемой страной в мире. Скорее всего, подготовка к реализации вселенского плана уже завершена, и с начала 2022 года наша страна начнет свой великий путь к господству и величию. Следующий прогноз касается знаменитого Евросоюза. Недавно британские журналисты газеты The Sun снова вспомнили о Ванге и ее пророчестве о распаде Евросоюза. Ясновидящая сказала: то, что объединялось, рассыплется на кусочки. Это будет происходить рядом с Россией. Многие трактуют ее предсказания как относящиеся к ЕС. Также в 80-е годы прошлого века Ванга предупредила, что сотни тысяч беженцев ринутся в Европу. Она говорила о видении, будто мимо, как наяву, проходили толпы обездоленных людей. И вот что было сказано напоследок. Несчастье навалится отовсюду, все народы затронут. Люди будут ходить без обуви и без одежды, жить без еды, топлива и света. Прогноз Александра Зараева по этой теме опирается не на откровение свыше, а на точный анализ положения небесных тел. Процесс распада Евросоюза астролог предсказывал еще до 2016 года. Он говорил, что скоро запустится необратимый процесс распада Альянса, и об этом нас предупреждают перестановки и взаимодействие небесных тел. И тут Александр Зараев в очередной раз оказался прав. По итогам консультативного референдума 23 июня 2016 года почти 52% граждан Великобритании проголосовали за прекращение членства страны в ЕС. 29 марта 2017 года правительство Великобритании инициировало процедуру выхода из Евросоюза. Если тенденция будет продолжена, может запуститься так называемая цепная реакция, и Евросоюз будет расформирован. Многие эксперты еще несколько лет назад были уверены, распад Евросоюза не выгоден России, но, судя по предсказаниям старцев и святых, которые продолжают сбываться, создателю лучше знать, каким путем вершить ход дальнейшей истории.
При этом сейчас мир переживает влияние ведущих энергий космоса, которые дестабилизируют положение в мире. Это период изменений для большинства государств на планете. Вот что говорит астролог Александр Зараев о человеке, жизненный цикл которого пересекается с текущей линией времен. Цитата. «Слабый Уран дает энергию интровертного разрушительного качества и не позволяет человеку держать крепкую связь со своим высшим духовным «я». Многие политики впадают в неадекватное состояние. Чтобы противостоять влиянию хаоса, люди должны подниматься в своем сознании». Конец цитаты. Еще одно очень важное замечание астролога, о котором, возможно, многие из вас не знали раньше. Музыка сфер и влияние вселенских энергий доходит к нам на Землю не только в сокрытом виде уже свершившихся событий. Оказывается, поэты и писатели есть творцы на Земле. Они имеют сильную связь с высшими силами, и через них заблаговременно Вселенная предупреждает нас о многом из того, что свершится в будущем. На нашем канале есть интересные видео о писателях и поэтах-пророках. Переходите по ссылке в описании в плейлист, где собраны уже около 300 роликов о будущем. Найдете для себя много нового. Далее, по поводу предсказания о 5 двойках, том самом страшном дне, что пророчила Ванга, астролог сказал, цитата, «Я всегда удивляюсь тому, что из года в год твердят одно и то же, и ни разу те прогнозы не сбываются. Я на это смотрю уже как на какую-то патологию. Какие-то астрологи выступают и рассказывают, вот сейчас произойдет то-то и то-то, то 5 пятерок, то 5 двоек, но ничего не происходит, а они опять трындят одно и то же. Для того, чтобы знать, что произойдет, нужен некий методологический подход, знание исторического материала и тенденций развития. Это требует времени и сил. При этом во многих своих рассуждениях Александр Зараев приводит в пример уже сбывшееся пророчество Ванги, что может означать лишь одно – если провидица действительно говорила о 5 двойках и том самом дне, в чем нас уверяют приближенные ясновидящие, то это предсказание вполне вероятно исполнится в назначенный срок. Но если за слова ясновидящие выдают лишь свои догадки, наверняка это пустой треп для хайпа и более ничего. В любом случае, единственной подходящей датой для исполнения предсказания Ванги на сегодняшний день является зеркальная дата 20 февраля 2022 года. Здесь и 5 двоек, и совпадение с большинством сопутствующих прогнозов о будущем от старцев и святых. Посмотрите это видео о том, что случится, если важный день 5 двоек настанет уже вот-вот. Следующее предсказание касается Путина Владимира Владимировича, президента Российской Федерации. В 2020 году Александр Зараев сказал, что все прогнозы о том, что скоро в России будет другой президент, безосновательны и не соответствуют принципам астропрогнозирования. Действующий президент имеет свою особую кармическую задачу в истории России. Он должен исполнить ее прежде, чем уйти. Тогда же Зараев пояснил, что если до 2022 года президент не поменяет правительство, 2022 станет для него переломным, если не сказать фатальным в карьере и судьбе. Но случилось так, что правительство поменялось, а это значит, что время для нынешнего президента еще не скоро подойдет к концу. Как минимум до 2024 года Владимир Путин останется на посту. Он один из немногих чувствует ритм времени и не просто так выбран для руководства огромной страной, которой предсказано возрождение и великое будущее. Нынешний президент и его политика очень важны для достижения этой высшей цели. С 2022 года очень важно будет соответствовать своей эпохе и новому времени, в котором предстоит оказаться. Новые веяния времени предполагают подчинение новым законам, и те, чьи умы не смогут трансформироваться и принять действительность такой, какая она будет, рискуют не пройти в следующий этап трансформации. Это значит, что каждому следует серьезно оценить свои силы и готовность принять будущее таким, каким оно предстанет перед нами в новом году. А между тем прогнозы ученых и прорицателей порой самые невероятные. Начиная с того же дня 5 двоек и заканчивая полной трансформацией Земли. Все, что не хочет меняться с 2020 года, в 2022 будет разрушено, сказал Александр Зараев. Он также обещает много интересного, начиная с 2022 года. События будут стремительно развиваться, чтобы к 2024 создать благоприятную почву, основу для великого возрождения России. Более того, возрождение это не пройдет бесследно для других стран. С Россией не просто придется считаться, она станет ориентиром для политиков всего мира.
В этом ключе уже не такими несбыточными кажутся предсказания иранского старца Салмана, который обещал, что к 2030 году в России не останется бедных, и каждый будет мечтать о том, чтобы стать гражданином страны, в которой люди могут позволить себе многое, заниматься тем, что они любят, развиваться духовно и не терпеть при этом никаких материальных лишений. Сейчас довольно несбыточными кажутся подобные прогнозы, и сбудутся ли они, покажет время. Цитата. 2022 год положит начало расширению и укреплению позиций России, но все еще просматривается нестабильность и неуверенность. Конец цитаты. 2022 год Александр Зараев назвал переломным в отношениях между Россией и Украиной. По прогнозам астролога, Владимир Зеленский окончательно потеряет свои позиции и политический авторитет, не оправдает надежд украинского народа. На этом фоне возможны политические перестановки, которые приведут к налаживанию взаимопонимания между братскими народами России и Украины. Мы вновь выйдем на конструктивный диалог и сможем быть друг другу полезны. В целом, 2022 год положит начало позитивным переменам в истории России, особенно что касается социальной сферы, заметил астролог. Ну а так как мы с вами знаем, что социум не может развиваться без отрыва от политики и экономики, это дает право предположить, что и в других сферах будет все гармонично расти и развиваться. А вы что думаете о прогнозах ведущего астролога России Александра Зараева? Сбудется ли вселенский план о возрождении России или до этого еще далеко? Давайте обсудим в комментариях и не пожалейте лайк, если тоже верите в возрождение великой страны и желаете ей только самого лучшего. Подписывайтесь на канал, чтобы первыми быть в курсе выхода новых роликов, и переходите на наш официальный сайт, где собраны статьи и ролики о том, что нас ждет. Спасибо за просмотр. До новых встреч!